Приветствую всех, друзья! С вами на связи таролог Алехандро. Мира вам и вашему миру. И сегодня мы проведем с вами диагностику негативных влияний на ваше энергетическое поле. Это может быть различного рода энергии, которые так или иначе отражаются в вашей личной жизни и вашими физическими органами вашего физического тела. Настраивайтесь на себя, на свою ситуацию, на свои ощущения, переживания, может быть, где-то на свои тревоги, сомнения, на свое внутреннее состояние. И будет, давайте, наверное, 6 вариантов, но вы можете продиагностироваться каким образом. Либо выбрать цифру, но цифра по порядку будет определяться мною лично, да, интуитивно. Даже энергетически больше, а не интуитивно. А можете привязаться к какой-то конкретной карте. То есть можете привязаться и к цифре, и к карте, и получить как бы два месседжа, и посмотреть, какой вам все-таки ближе. Ну и вообще, если там какой-то резонанс. Да, обращайте внимание на то, что резонирует. Если вдруг вам, как бы не резонирует то, что я говорю, значит, возможно, это не ваш расклад или у вас вообще ничего нету, да. Но если у вас есть, какие-то сильные тревоги, сомнения, то лучше, конечно, индивидуально продиагностироваться. А если есть резонанс и тревоги, и сомнения, тогда, естественно, вам желательно это делать все в личном формате. Итак, давайте начнем. Начнем с того, что будем смотреть. Уверен, что вы уже выбрали свою карту или определились с номером. Да? Номер 1, 2, 3, 4, 5 или 6. Но опять-таки порядковый номер я определю самостоятельно. Итак, выбираем номер 1. Номер 1 будет эта карта. Итак, если вы выбрали номер 1 или эту карту, то здесь, как бы перинатальный какой-то, да, здесь как бы женское здоровье или здоровье по-женски, да, больше для женщин. У мужчин, может быть что-то с репродуктивными функциями, да, либо с творческим аспектом. То есть, смотрите, беременность – это всегда творчество и женское здоровье. Давайте посмотрим, что происходит в вашей жизни. Что происходит в вашей жизни? Как это проявляется у вас? Как это проявляется? Будем по 3 аспекта, не будем перегружать сегодня. У вас как минимум происходят какие-то ссоры, вообще рассорка, да, то есть если вид магии, у вас может быть рассорка. То есть, например, вы ссоритесь с мужем, с женой, там, с кем угодно, да. Кто-то старо, вам тяжело что-то начинать, что-то развивать, вам тяжело, может быть, даже оплодотвориться, то есть могут быть проблемы с оплодотворением, если у вас они есть, да, или вам, как бы актуально этот вопрос, да, как минимум у вас нету роста или есть какие-то конфликтные ситуации, нету роста в отношениях, конфликтные ситуации в отношениях, точно так же и нету роста в самореализации, да. И кольцо здесь больше, знаете, как идет, у меня идет, что все-таки здесь больше в браке и в отношениях ссоры. Либо вы, например, ищете себе партнера, с которым у вас могут развиваться отношения, и вы, например, хотите детей, да, но у вас вы как бы сближаетесь и потом ссоритесь. Тут больше всего такое рассорка. Источник кто может быть? Родственники, близкие родственники, мамы, папы, бабушки, дедушки, братья, сестры, дяди, тети. Давайте посмотрим. Тут прямо напрямую выпадает вид магии. Так называемая рассорка, да. На работе можете ссориться, и могут быть, знаете, как какие-то усилия вы прилагаете, да, а у вас, в отношениях опять-таки, да, а вы ссоритесь все равно, да, то есть вы не находите общий язык. Здесь плен, как будто бы вы в этой ситуации, как в ловушке, и вы как будто бы застряли в этой ситуации. Опять-таки, кольцо, как будто бы по кругу ходите, да. И, возможно, есть у вас соперник, соперница, то есть
как минимум у вас есть соперничество, трудности в работе, трудности в отношениях, и все это из-за рассорки. То есть здесь, скорее всего, вид магии именно рассорка или вид негативного влияния. Следующий расклад, следующая позиция. Давайте мы все-таки вот так сделаем. Я помечу, что она была. Расклад номер 2. На втором будет 2. Смотрите, здесь выпадает аркан наркомания, но это зависимости. Зависимости, причем, вот знаете, мысли-паразиты, слова-паразиты, думаете о каком-то человеке постоянно, да, 24/7, то есть, зависание, зацикливание. Ну, или зависимости, вредные привычки в том числе могут быть. В том числе вредные привычки. Но это у вас, вот это все происходит из-за того, что вы кого-то потеряли. Развод, может быть, человек ушел от вас, да, не обязательно вы в браке были, да, просто разошлись как-то некорректно, или, может быть, просто кто-то, ушел из жизни, да, бывает такое. То есть это связано с разводом или утратой, да, вот это вот проблема у вас. И перекресток, то есть вам как минимум, у вас как бы есть некая травма из-за потери, из-за разрыва, и теперь вы как будто бы не видите выхода другого, как обращаться к этой зависимости. То есть здесь больше, это как бы и не магия, это больше такое в психологии бихевиористическое направление есть, да, или поведенческое направление. То есть это способ мышления, это больше вот такой самонастрой. Но это все равно магия как таковая, личная магия, да, то есть вы этой энергией сами себя направляете, в какую-то привычку пагубную для вас, скорее всего, плохую. Гадание у вас идет, может быть, как скрытый потенциал, может быть, как терапия, а может быть, просто вы гадаете, и вот вы находитесь в мире эзотерики в том числе, да, то есть есть некая крайность, вредная привычка плюс эзотерика. Эзотерика тоже может быть вредной привычкой. Все может быть вредной, можно превратить в яд, да, что угодно, главное это доза, да, или норма, да, то есть лекарство делает ядом норма, да, или доза. У вас как бы, по сути, есть некая потеря контроля над реальностью, и вы зациклились на какой-то привычке, которая может быть для вас пока еще хорошая, может стать плохой или уже стала плохой. Вы этого не замечаете. Все это на фоне либо развода, либо потери, утраты. Хорошо, давайте смотреть. А может быть ли какая-то магия именно вот посторонняя, да? Может быть, кто-то намагичил так, что вы разошлись и после этого страдаете зависимостями. Тоже может быть. Как раз и проверим. Нет, здесь самобичевание. Здесь, скорее всего, это ваш самонастрой. Вам больше к психологу, к энерготерапевту, космотерапевту, в таком стиле, да, все, что связано с психикой, с энергетикой. Болезни выпадают. Это ваша как бы болезнь разума и души, да. Единственное, что у вас, если вы все-таки ищете магический ответ, может быть, он не связан с потерей, с разводом, но крадник. То есть тогда вашего человека украли, увели, вот такое вот. А с точки зрения магии, здесь крадник, но если откинуть магию, то здесь самонастрой и вам к психологу больше. Можно ли комбинировать вашу психологию с магией? Да, но только аккуратно, грамотно, с людьми, которые, действительно в этом разбираются и не используют это во вред, да, другим. Вот так. Услышали, да? Следующий номер. Номер 3, да. Если вы выбрали цифру 3, будет вот эта карта 3. Если вы чувствуете, выбрали 3, у вас может быть гланды или лимфатические узлы. Они же лимфатические узлы, гланды, да, лимфоузлы и гланды.
Ну, давайте, аденоиды близки туда, да, то есть это носоглотка, давайте так. Или лор, ухо, горло, нос. Вот так тоже может быть, оно туда все относится. Давайте смотреть. То есть вы этот негатив чувствуете через ухо, горло, нос, больше гланды, ну, может, аденоиды. Например, горло постоянно болит, да, нос заложен. Опять расставание, но если в предыдущем был развод именно, да, то тут как бы расставание больше, да. Метла, ну, здесь есть что-то нечистое. Ну, как минимум, либо вы ушли, либо вас ушли, да, либо что-то нечистое есть. Ну, и здесь сюжет мистики. То есть, ваше расставание, возможно, как и само знакомство и сближение, прошло по какому-то мистическому сценарию, да, и в этом мистическом сценарии у вас, произошло что-то нечистое. То есть это могут быть любые сценарии отношений абсолютно, там, в треугольниках или в обычных каких-то романах. Может быть, вы даже и не знаете о том, что есть треугольник, да. Может быть, там партнер скрывает, да, или наоборот, женщина скрывает. Здесь может женщина скрывать, что она ведьма, а мужчина может скрывать, что он черт с рогами, да, вот так. Ну, давайте смотреть. Здесь прям все три карты красные, поэтому будьте осторожны, вне зависимости от того, что, что у вас, какие у вас ощущения. Змея. Здесь есть опасность, угрозы. Здесь есть женщина, скорее всего, овен, стрелец или лев, да. Заговор, здесь метла, здесь этот заговор, он нечистый. То есть, есть темный заговор, либо вас обсуждают и сплетничают, особенно в женском коллективе. Ну, и Феникс вам, сама карта говорит о рекомендации. Она говорит о том, что вам от этого сюжета, мистики, лучше очищаться. То есть, вам лучше сделать чистку. Но если надумаете делать чистку, индивидуальную диагностику лучше сделайте, чтобы понимать, какой вид магии у вас, в вашем конкретном случае. А здесь он может быть абсолютно любой. От традиционных каких-то, да, до каких-то очень экзотических видов магического воздействия. Так, половину мы прошли, остается у нас еще 3 карты. Давайте проверим. 4-я карта. 4-я карта будет вот эта. Ну и здесь поджелудка. Поджелудка, эндокринолог, да, гормональная система и желудок, печень тоже там. Смотрите, оно может быть рядом у вас. Хорошо, то есть под желудкой будете чувствовать. Может быть сахар, да, повышенный, да. Может быть что-то связанное с печенью и желудком. Давайте смотреть, что тут может быть, как оно может проявляться. Ну, тут такое, тут что-то crazy, да, какая-то ситуация у вас происходит, прям, может быть, сравнимая с безумием. Может быть, там сходите с ума по-своему, да, вы чувствуете, что сходите с ума, но вроде бы как контролируете. А может, вас это до безумия пугает, да, все. Здесь что-то связано с детьми и родителями. Смотрите, семья, материнство, может быть, с ребенком связано. И сердце, это с любимым человеком, с ребенком, с мамой связано. И с теми, кого вы любите, и кто вам дорог до безумия, или вы любите до безумия, или если начнутся проблемы, вы будете сходить с ума. То есть это может быть с любимым человеком, с родственниками, с семьей, да, или с очень близким человеком какая-то проблема. А отражаться будет все на поджелудке, на печени, на желудке. Да. Желудок, печень, поджелудка. Или на гормональном вашем. Так, здесь руны. Руны посмотрим. Возьму сейчас руны. Дальше тупик. Вам перекрывают дороги и создают серьезные проблемы, в том числе со здоровьем могут быть. Ну и замочная скважина. Здесь наблюдение. Вы либо знаете этого человека, либо следите за этим человеком, либо этот человек за вами следит. Давайте посмотрим, что здесь. Здесь руны выпадают на безумие. То есть эта энергия вас сводит с ума. Эта энергия вас сводит с ума. И что это за руна здесь? Это что-то в пределах вашего либо коллектива, либо семьи, в пределах ваших стен. Да, это действительно на грани безумия, потому что это границы и за границами. Да? То есть здесь могут быть психические отклонения. Что за вид магии? Остуда, перекрытие дорог и любое колдовство, которое что-то останавливает в связи с вашей семьей, вашей родней, вашими родителями и вашими детьми.
Ну, рекомендую здесь тоже проверяться, естественно, более глубоко. И, может быть, рунная магия вам и подойдет в процессе очищения, избавления или ослабления этого влияния. Но, как минимум, вы не можете выйти за пределы какой-то ситуации. Может быть, переехать куда-то не можете. Может быть, сменить жилье. Может быть, подобрать ключи к каким-то дверям, да, к работе, к бизнесу. Самореализация может быть плохая. И здесь еще может быть негативная родовая программа по линии матери. Особенно если у вас есть проблемы с самореализацией, например. Да? Хорошо, следующее. Руну так положу. У нас остается 2 карты. И давайте я проверю, какая будет 5-я. 5-я будет вот эта. Она мне отклик сразу дает. И здесь что-то связано с речью. Разговаривать. Возможно, с изучением языков. Например, вам туго идут языки. Возможно, вам тяжело общаться с людьми. Не хочется общаться с людьми. Просто лень. Нет силы разговаривать. Такое же бывает. Часто бывает. То есть, по сути, вы не можете договориться и найти общий язык. Проблемы во рту. Могут быть проблемы с зубами, с ротовой полостью и так далее. Да? Все, что во рту. Это вы будете вот эту энергию так отлавливать. Хорошо. Так, здесь есть козел какой-то. Козел – это зависимости, созависимости. И есть какой-то неприятный человек, возможно, темный в вашем окружении. Может быть, мужчина, больше мужчина. Но может быть и женщина. Да? То есть, пока упор на мужчину какого-то не очень хорошего, светлого. Есть сюжет комедии. Но он у вас может быть и с сюжетом романтики переплетен. Да? То есть, вот это вот ваша немота, условно говоря, или проблема, да, немота, может, человек с вами не хочет разговаривать, оно уже доходит до курьезов каких-то, да, вам может быть смешно, или ему смешно, он с вас смеется, да, этот козел, да, как партнер. И тут ангел-хранитель, вам еще повезло, вас ангел-хранитель какой-то либо защищает, либо может быть такое, что какой-то козел, такое тоже бывает, кстати, пытается казаться ангелом-хранителем, и это уже аж смешно, да. Но при этом у вас может быть, какие-то с ним словесные конфликты и перепалки, да. В принципе, это может быть и мужчина, и женщина, но смотрите, больше здесь, конечно же, мужчина, мужской аспект, женщина может быть. Магия ли тут? Больше магия. Какая? Да, в принципе, абсолютно любая темная. Давайте смотреть. Может быть, какое-то привидение, но здесь привидение больше мне идет из прошлого какой-то, да, человек из прошлого. Может, бывшая. Лотос часто, знаете, здесь о мужчине, да, и это лилия, да, то есть лотос, лилия. Я так скажу, это больше мужчина воздушной стихии, водолей, близнецы, весы. И Эрос – это какая-то связь с близким человеком, с одной стороны. Может быть, у вас с ним был интим, а может быть, после интима возникла какая-то тяга к нему. То есть здесь, смотрите, здесь может быть интимная привязка, егель-ед, мужская привязка к мужчине, женщины к мужчине, мужчиной женщины, да, вот так. И, больше, знаете, как все-таки какая-то интимная привязка, привороты, вот такого рода. Больше мужчиной женщины. Но мужчины тоже, смотрите, по ситуации может быть и женщина, да, то есть в обратную сторону, если мужчина смотрит, то это может быть и на мужчину. Но больше это относится к человеку, с которым у вас уже что-то было, что-то произошло, в том числе и интимная связь. Вот так вот. Привороты, привязки и всякого рода, да, инкубы, суккубы, да, так называемые. Туда их. И последнее автоматически выпадает. Здесь паращитовидные железы или щитовидка, да, то есть гормональная щитовидка и все, что связано с горлом, да, вот там смотрите, может быть там трахея, может быть гортань, да, такое. Туда же и гланды, в принципе, можно посмотреть, да, обозначить. Так, тут священник, кто-то молится за вас, кто-то, может быть, вас вычитывает, чистит, вот такое. И здесь, возможно, и нужны эти вычитки, чистки, заговоры, да. Дальше, здесь преемственность, здесь может быть негативная родовая программа,
кармические узлы. Но больше негативная родовая программа. По линии отца, по линии матери, без разницы. Ну и откуп. Может быть, это уже идет ваше, да, что-то вы где-то платите, чиститесь, ну, платите деньги, откупаетесь, это естественно. Пока вижу негативная родовая программа. Вот, и это, скорее всего, уже происходит. Могут быть наследственные какие-то негативы. Вот. Родовые проклятия могут ли быть? Ну, теоретически да, но здесь карты родового проклятия нету, поэтому я и не говорю. Но как бы они могут быть, если вы чувствуете, что у вас проклятие на вот этом раскладе, то оно тут может быть, да. Ну, как бы надо проверять, опять-таки, лично. Ну, смотрите, давайте так. Кто-то вас вычитывает, есть какие-то наследственности, могут быть трудности, проблемы с деньгами, взаиморасчетами, долгами, куплями, продажами. Ну, и вообще с богатством как таковым. Кто-то вам очень сильно завидует, то есть это как негативная родовая программа, так и с глаз может быть, то есть виды магии. Метла говорит, ну как бы подтверждает просто то, что здесь это скорее всего есть с глаз или негативная родовая программа. Ну и здесь есть страх, ну страх просто это ваш общий ослабленный фон здоровья, энергетической защиты, то есть ваш кокон в принципе, ну он будет больше выглядеть вот так, нежели как здоровый кокон, да, ну который вот как яичко выглядит и переливается всеми цветами радуги. Ну, здесь тоже рекомендуется делать и индивидуальную диагностику, и смотреть, какой именно вид. Но негативная родовая программа и с глаз, энергетические пробои, и могут быть и панические атаки различного рода, страхи, фобии, и может быть как бы, ну такая безнадега с какими-то такими депрессивными состояниями. Искренне желаю вам крепкого здоров'я, світла вам та вашому всесвітові. Бережіть себе, кохайте себе та всесвіти, які оточують вас, допомагайте силам світла нищити сили темряви. Побачимось, почуємось, до зустрічі, па-па.